Всем привет! В середине июля сразу в нескольких сибирских регионах России начались лесные пожары. Власти утверждают, что горящие леса, они очень удалены от населенных пунктов, ну и потому тушить их с применением авиации просто экономически нецелесообразно. Вместо этого можно ограничиться работой на земле, где можно до пожара дойти, а нельзя дойти и пусть горит. И проблем здесь несколько, да, то есть даже если мы отбросим вред природе, то, что уничтожаются леса, сгорают леса, видимо, экономическая нецелесообразность, это еще касается здоровья граждан, которые вынуждены дышать дымом. Да, многие крупные города, сибирские города, они давно накрыты смогом, и с утра, вечером, днем примерно одна и та же картина. Вы выглядываете в окно, а там такие вот сумерки. Сумерки — это смог, это дым от лесных пожаров, который накрыл огромную территорию, он накрыл крупные города. И миллионы людей сегодня дышат этим дымом. Это огромный вред для здоровья. И, видимо, когда у нас чиновники говорят, что экономически нецелесообразно заниматься пожарами, мы не можем их тушить, видимо, спасать жизни людей, здоровье людей тоже у нас экономически нецелесообразно. Подыхайте, дорогие сибиряки, экономически нецелесообразно вас спасать. Нынешняя ситуация с лесными пожарами, она в том числе стала возможным из-за того, что в 2015 году изменили правила тушения пожаров. Тогда региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям получили возможность не бороться с огнем, если он не угрожает поселениям, объектам экономики или если прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред. Вот, кстати, интересно в этих расчетах, а как вы оцениваете жизни людей? Если бабушка умрет, надышавшись дымом, да, у нее обострятся ее хронические заболевания, она умрет. Во сколько вы жизнь бабушки оцениваете в ваших расчетах, когда пишете, что прогнозируемые затраты на тушение, они превышают прогнозируемый вред? Уже сегодня жители городов, попавших под смог, жалуются на свое ухудшающееся самочувствие. Это головная боль, это головокружение, это слабость, это удушье. А главный пульмонолог Кузбасса, Надежда Ганюкова, она вообще порекомендовала не только меньше бывать на улице, а вовсе уехать из захваченных смогом территорий. Вот что она пишет. Смог содержит много тяжелых металлов, вредных примесей, поэтому любой человек может негативно на это отреагировать. Да. Ситуация с пожарами на самом деле катастрофическая. Эти пожары станут причиной тысяч смертей. Тысячи людей — это катастрофа, еще раз. Это не 1-2 человека. Тысячи людей умрут в России от последствий этих пожаров. Это очень серьезно, это огромная катастрофа, которую сегодня, во-первых, замалчивается, ей не уделяется должного внимания. Про это не говорят, это кажется, что все окей, а чиновники, региональные чиновники, губернаторы, мэры, они пытаются успокоить население и представить, что все окей. Подумаешь, подохните, да? Экономически нецелесообразно спасать ваши жизни. Я сейчас хочу поговорить с человеком, кто очень хорошо понимает в пожарах. Это Григорий Куксин, он руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace. Прямо сейчас он находится, можно сказать, в поле, они сейчас работают, они занимаются пожарами в европейской части России, поэтому очень плохая связь, но мне удалось его вызвонить по скайпу. Я заранее извиняюсь за качество звука, за качество картинки, но главное то, что человек говорит. Послушайте Григория, потому что очень важные вещи, и я прошу вас обратить внимание на то, что он говорит. Первый вопрос, который сейчас всех волнует, кто вообще не очень понимает, да, что происходит. То есть мы слышим какие-то ужасные новости, сравнения площади горящих лесов с разными странами. Как на это реагировать, что это вообще такое? У нас происходят массовые лесные пожары, наверное, самые большие за всю историю наблюдений. Сейчас общая площадь, пройденная огнем, то есть площадь, на которой пожары уже произошли, больше 12 миллионов гектаров. И прямо сейчас горит больше 3, примерно 3,7 миллиона гектаров лесов. И основные 3 региона — это Якутия, Красноярск и Иркутская область. То есть это действительно беспрецедентные большие пожары. Такого плана пожары, сравнимые по масштабам, бывали несколько лет за историю 21 века, но сейчас мы бьем все
все рекорды и выходим на самые плохие отметки за всю историю наблюдений. Смотри, сегодня Артемий Лебедев написал пост, я Тему хорошо знаю, у него есть особое мнение, да, то, что вроде, пожар это природа, это нормально, вот молния ударила и горят леса, ничего там страшного нет, это и есть там природа. И подобное мнение я встречал с многих своих знакомых, которые читают новости и говорят, пожары, каждый год пожары, да, почему именно сейчас нам нужно беспокоиться и вообще стоит ли беспокоиться? Когда было сильное задымление в Москве, ты примерно помнишь то, что здесь творилось. Да. Да, и у людей большая смертность, реально смертность выросла очень сильно. И получается, что вот сейчас, после 2010 года в Москве, например, мы очень здорово эту историю все пересмотрели. Я просто участвовал в тушении пожаров в этом году, например, в Московской области. Я видел, какую группировку мгновенно любой пожар собирают. У нас работало там 300 человек на крупном пожаре, который в этом году был в Подмосковье. Кстати, ровно по следам пожара 2010 года. Вот здесь вопрос, тушить или не тушить, нормально или ненормально, он перестал стоять. И если сейчас кто-нибудь в Подмосковье заявит, а давайте мы не будем тушить. Обычное дело, торфяники говорят, давайте не будем тушить. Я думаю, что это будет последнее заявление этого чиновника в этой должности. То есть это политическое самоубийство прям сразу с первых слов этой фразы. Фактически вот эти слова, что Артемия, что губернатор Красноярского края, это фактически значит, сибиряки, им полезно дымом дышать, для них это как-то естественно. Но это чудовищно несправедливо по отношению к жителям этих городов. Вот москвичей мы защищаем изо всех сил и на все деньги, а сибиряков почему-то считаем, нормальным делом, пусть горят, пусть дымом дышат. Это ненормально. Пожары надо тушить там, где мы их можем потушить, там, где они влияют на людей. Если я правильно понимаю, основная проблема это не то, что горят леса, а то, что дым от пожаров убивает людей. Проблем несколько. Во-первых, горят леса, и никогда не угадаешь, куда этот огонь дойдет, потому что если не тушить и упустить на огромную площадь, то рано или поздно его поворачивает куда-то, он приходит обратно к поселкам, нам приходится героически спасать людей, создает проблему для миллионов людей в городах. Плюс, конечно, потом это тянет за собой целую цепочку проблем, потому что там, где лес сгорел, его не получится срубить, значит, его будут рубить в новом месте. Это значит, что у нас проблема дальше там с наводнениями и далее по кругу, то есть, и с климатом, и со всем остальным. Прямо сейчас людей в первую очередь беспокоит, чем они дышат, это понятно, потому что у многих там пожилые родители, маленькие дети, беременности, вот это все в условиях сильного задымления, прям совсем не здорово. Там говорят, что если мы берем какие-то супер отдаленные леса, то есть там 500 километров от ближайшего населенного пункта, там непроходимые леса, вот эта тайга, как ее тушить? Именно потому, что есть такие леса и такие пожары, было принято решение о зонах контроля, то есть, в принципе, узаконили давно принятую практику. Если слишком далеко и слишком дорого, туда просто никто не едет. И такая практика была и в советское время, просто не было космического мониторинга, поэтому никто особо и не знал о площадях, которые там выгорали. С появлением космомониторинга это стало бросаться в глаза, и это решили узаконить. А давайте мы не будем тушить там, куда мы не можем дотянуться. А дальше начинается проблема в том, как эти зоны провели, как провели границу тех зон, где тушить, а где не тушить. Вот сейчас в зону, где можно не тушить, попали населенные пункты, сотни населенных пунктов, маленьких, малочисленных, из которых очень трудно кого-то эвакуировать. Поэтому в эти зоны не должны, по логике их выделения, не должны попасть населенные пункты, но они туда попали. В эти зоны не должны попасть вырубки, то есть леса в аренде, они туда попали. Странно, если мы можем лесовозом тащить оттуда бревна, очень странно, что мы не можем привезти туда пожарных. То есть это не укладывается в эту логику экономической нецелесообразности. Поэтому эти зоны надо пересмотреть. Вот сегодня, собственно, прям новость, буквально 20 минут назад, Кобылкин, министр природных ресурсов, дал, наконец, поручение пересмотреть эти зоны контроля и убрать оттуда населенные пункты и те леса, которые близки к людям. Если это действительно произойдет, если эти границы нормально провести, то вернется вот эта логика, мы будем тушить то, что близко, и то, что нам угрожает, не будем тушить то, что далеко. Почему вообще эти пожары начали распространяться? Чем этот год такой аномальный? Почему в этом году, как ты говоришь, самые большие пожары за всю историю наблюдений? Отчасти, конечно, есть погодные условия, но погода, сразу прям подчеркиваю, не знаю, во всех интервью, во всех беседах, погода — это не причина пожаров. Абсолютное большинство пожаров возникло по абсолютно обычным причинам. Это сжигание порубочных остатков, то есть лес вырубили, остатки, корни, верхушки некуда девать, их сжигают. Оставляли костры, бросали окурки, то есть везде, где есть люди, есть причины пожаров. Сочетание обычной причины пожаров и сочетание двух необычных условий. Во-первых, сухая жаркая погода, но мы прогнозируем, что это с каждым годом будет все чаще и чаще, просто потому что реально климат меняется. И в этих условиях было принято решение не тушить. Собственно, это решение не тушить, оно отличало этот год от многих других. Да, мы видели начало этих пожаров по космическим снимкам, мы видели, как они начинались рядом с людьми. Начинались они там, где люди могли не то что долететь, они доехать могли.
В основном начинались они на вырубках. Когда эти пожары ушли на десятки, потом на сотни километров, и стали огромными по размеру, конечно, с ними уже ничего не сделать. Есть какая-то статистика относительно смертности? То есть ты говоришь, что вот когда были в Москве, увеличилась смертность. То есть о каком количестве жертв, потенциальных жертв того, что сейчас происходит, стоит говорить? Но есть статистика, которую собирает Всемирная организация здравоохранения, которая показывает нам сотни тысяч смертей в год, преждевременных смертей, связанных с задымлением в целом по миру. Если говорить о российских условиях, то в Москве после пожаров 2010 года вот у нас было примерно 2 недели такого сильного задымления в Москве. За этот период фиксировали рост смертности примерно на 50 тысяч человек. Сейчас в зоне задымления оказывается несколько городов-миллионников. И если это задымление будет долгим, то потери могут быть сопоставимые. Что делать людям, которые вот выглядывают с утра в окно и видят, что смог, и это явно вот дым от пожаров дошел до их города, населенного пункта, что им делать? Ну, во-первых, требовать точных данных по загрязнению. Потому что на основании точных данных можно принять решение, это реально опасно или не опасно. Если мы видим существенное превышение ПДК, и мы видим, что это в прогнозе надолго, направление ветра, если есть ослабленные категории населения, если есть больные родственники, маленькие дети, беременные, но каждая конкретная семья может решить, уезжать или не уезжать. Если превышена концентрация вредных веществ, то требовать введения режима черного неба, то есть ограничить другие выбросы предприятий на время задымления, так чтобы вместе с дымом другие вещества не влияли. Ну и если не хотим, чтобы это повторялось, подписывать петиции для того, чтобы зоны контроля сократили, для того, чтобы у нас больше не было истории, что у нас разгорается вблизи населенных пунктов, а мы при этом не тушим. Скажи, что делать сейчас? Да, то есть вот сейчас все горит. Я так понимаю, потушить это сейчас невозможно, в том масштабе, в котором сейчас это все горит. И на количество дыма мы не повлияем. Но, во-первых, мы можем тушить новые пожары, то есть те пожары, которые сейчас возникают, пока они маленькие, их можно тушить. Они возникают, они продолжают? Они возникают, конечно, постоянно, каждый день. И каждый день региональные власти по-прежнему до сих пор принимают решение отказываться от тушения. У нас сейчас 96% пожаров действуют там, где их никто не тушит. Сколько? 96% пожаров не тушат? 96% по площадям. Поэтому если возникает новое, чтобы оно снова не разрослось и не увеличило количество дыма, его надо тушить. Это первое. Соответственно, второе, это вот то, что касается воздуха, оценки его состояния. Третье, это системные изменения, то есть это отказ, пересмотр зоны контроля для того, чтобы можно было адекватнее принимать решения в будущем. Очень многие задают вопросы, надо ли сейчас все бросить, ехать тушить, как в 2010 году здесь и так далее. Ответ, если речь про дальние северные территории, то ответ отрицательный. Не надо туда ехать тушить. Во-первых, туда очень трудно попасть. Это реально пожары ушли уже на действительно очень дальние территории. Во-вторых, там ничего не сделать какой-то небольшой, даже хорошо оснащенной группой, тем более группой без достаточного опыта и снаряжения. Это просто гробить людей. Где добровольцы нужны? Нужны добровольцы там, где горит рядом с населенкой, там, где надо обнаруживать маленькие новые пожары, там, где надо тушить на ранней стадии, пока ты едешь, увидел горящая обочина. Вот ее потушить надо, пока не разгорелось. Увидел горящее поле, его потушить надо, пока не разгорелось. Но даже это должны делать квалифицированные добровольцы, то есть надо проходить хотя бы минимальное обучение, и надо ехать не с голыми пятками, а в нормальной экипировке, с нормальным снаряжением. Ты говоришь, что, точнее нам власти говорят, что денег нету, и мы, соответственно, не можем тушить, это нецелесообразно, тушить нецелесообразно. Мы же не боремся зимой с метелью, да, как у нас губернатор УСА сказал. Красавчик. Это, да, лайк губернатору УСА за сравнение. Собственно, о каких суммах идет речь? Сколько не хватает денег? Это какие-то действительно такие для России астрономические суммы, что вот мы не можем позволить сегодня, в 2019 году, тушить пожары? В целом, бюджеты, которые выделяются на борьбу с пожарами и вообще на охрану лесов, это порядок, что-то около 5 миллиардов. По нашим прикидкам, примерно в 10 раз недофинансирована охрана лесов в целом, с учетом изменений климата, с учетом накопившихся долгов, с учетом износа техники. Соответственно, примерно до 50 миллиардов в год в сумме по стране. Сумма не астрономическая, хотя, конечно, большая, но регионы ее сами не потянут. То есть это в любом случае федеральные деньги. Но, собственно, и лес считается федеральной собственностью, которую регион охраняет за федеральные деньги. 50 миллиардов – это же не такие деньги. Это не очень большие деньги. Если сравнивать с теми потерями, которые мы несем, то это совсем небольшие деньги, да. И этих денег сегодня реально в бюджете есть или просто не понимают? Это от чего такая ситуация? Эти деньги не выделяются и не передаются в регионы, потому что считается, что, все нормально. Регионы же постоянно отчитываются, что все в порядке, губернаторы заявляют, что так и должно гореть.
человек, который сейчас переживает, который смотрит, и он как может помочь, если он не может сейчас физически взять все, бросить там и поехать куда-нибудь там волонтером, добровольцем? Что сейчас может сделать человек, чтобы как-то привлечь к этому внимание? Или, я не знаю, там, поддержать деньгами там, какие-то добровольческие эти отряды? Что сейчас можно эффективно, как эффективно сейчас оказать помощь? Первое, что можно сделать, поддержать, подписать те петиции, те обращения к органам власти, которые заставляют власть действовать, заставляют обращать внимание на эту проблему и принимать системные решения, например, о изменении зон контроля. Значит, второе, что можно сделать, поддержать группы добровольцев, которые работают. Такие группы есть по всей стране, и поддерживать их надо не только в Сибири, которая горит сейчас, но и на юге. Например, сейчас начинает гореть Краснодарский край, и там вовсю ребята рубятся, тушат. И прямо сейчас они тушат, они нуждаются в деньгах, в поддержке оборудованием, снаряжением, средствами защиты. То есть можно присылать оборудование, можно присылать деньги. Можно ее оказывать через Greenpeace, потому что мы также, собственно, помогаем закупать оборудование, проводить обучение для других волонтерских групп. И третье, что можно, наверное, сделать, это включаться в работу по профилактике. И системно это может быть вообще самое важное. Это распространение мультиков с фиксиками, смешариками, которые сейчас сделали офигительные серии про пожары. Прям вот точные, яркие, точные, которые готовили эксперты, а делали мультипликаторы. Можно продвигать материалы компании «Останови огонь», это социальная реклама против поджогов. Потому что если мы снизим количество пожаров по вине людей, собственно, у нас не будет всех вот этих историй с многомиллиардными затратами, с огромным ущербом, с подымлением. Вот нам ничего не мешает взять и сменить социальную норму. Перестать поджигать, начать быстро реагировать и перестать гореть. Поэтому здесь вкладываться есть во что. Ну что, друзья, я надеюсь, вам стало понятно, что происходит. Еще раз подводя итог. Во-первых, это крупнейшие пожары за время наблюдения. Во-вторых, очень важно понимать, что причина этих пожаров – это деятельность человека. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это вот эти вот зоны, контрольные зоны, которые можно не тушить, в которые сегодня попадают населенные пункты, которые находятся вблизи населенных пунктов, и каждый регион их рисует, как ему вздумается, что тоже просто какой-то кошмар и ужас. Вы только задумайтесь об этом, когда ваша деревня, ваш населенный пункт находится в зоне, которую чиновники решают не тушить, потому что ваше здоровье, ваша жизнь, ваш населенный пункт спасать экономически нецелесообразно. Ну и самая важная цифра — это 50 миллиардов. 50 миллиардов, которые, по оценке Greenpeace, не хватает для того, чтобы можно было сохранять наши леса, вовремя тушить пожары. 50 миллиардов рублей — это много или мало? Вот я вам скажу, что в 2017 году Москва потратила на благоустройство почти 250 миллиардов рублей. Вот я как москвич, я готов, чтобы плитка была не гранитной, а бетонной, да, или хрен с ним, пусть уже асфальт будет. Сколько нужно вот так вот подвинуть в этих миллиардных бюджетах, да, где-то, чтобы с лесом был порядок? В год Россия тратит из федерального бюджета на финансирование СМИ порядка 220 миллиардов рублей. Почти все эти деньги идут на пропаганду. Например, канал «Россия», ВГТРК и Rush Today, они получают примерно те же самые 50 миллиардов рублей. За наши налоги они занимаются разжиганием ненависти. Вот все эти там Соловьевы, Киселевы. Они живут на наши налоги. Мы в год на них тратим 50 миллиардов рублей. Почему бы не отдать эти 50 миллиардов рублей, чтобы спасти потенциально тысячи жизней, миллионы гектаров леса, чтобы навести порядок, казалось бы, в такой области, как сохранение леса? Это, ребята, у нас 2019 год. Что за средневековье? Оказывается, мы не можем потушить леса. То есть тушить пожары и сохранять жизни людей экономически нецелесообразно. А финансировать, например, пропагандистские помойки экономически целесообразно. Ребят, распространите этот ролик, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях и не забудьте подписаться на мой канал, если до сих пор этого не сделали.